Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля, и это рыболовное видео, которое начинается не с рыбалки, не с того, что я бурю лед, ловлю на спиннинг, на поплавок или на фидер, а я еду на Хмаринскую 8. Для чего? За новой машинкой. Сейчас находимся в автосалоне, и я беру BLG X70 для того, чтобы съездить на нем на рыбалку. Подписываемся и идем смотреть ляльку, на которой будем кататься целых 2 дня. Две педали, газ и тормоз. Свою ногу уберите куда-нибудь и забудьте. Хорошо, я поняла. И я пробую тронус, правильно? Да, только надо А передать. мы стопы на ручнике стоим. На ручнике стоим, и вот тут вот это берите на себя. Так, Здесь спереди кнопочка блокировки. Вот ее нажимаете и тяните на себя. есть. Все, отпускайте. Вот здесь показывается, какая передача включена. D это передняя, Да. R задняя. Как включить заднюю передачу? Точно так же нажимаете кнопочку и только от себя. Парковочный тормоз я сейчас отключила, и она сразу сама двигаться Да, вы начинает. отпускаете тормоз, Задняя дверь, Виталик, закрыта. Смотри, машина тебе сама говорит, а ты дверь не закрыл. Ух ты, так это прям панорама? Да, тут даже можно вот так вот, если нажать вид 3D, можно вот так покрутить, посмотреть, что тут вокруг происходит. А как это она об этом знает? Тут 4 камеры, они складывают 4 картинки. Как GoPro. Да? Прикол вообще. Лошадей, если я не ошибаюсь, есть в этой машине, и 1,5-литровый, да, движок. Да, турбо. 3 цилиндра или 4? 3. Явлено, что разгоняется она, ребят, за 10 секунд. Для автомобиля такого класса и такого размера это очень достойный результат. Самое важное — это вместительность автомобиля, конечно. Но если вы прям настоящий рыбак, ездите как я на зимнюю летнюю рыбалку с ночевкой, вам нужен кто? Вам, конечно, нужен прицеп и фаркоп на вашем автомобиле. На этом автомобиле есть фаркоп, это прекрасно. Поэтому мы на рыбалочку едем полноценно с ночевочкой и с нашим любимым прицепом. 12,3 здесь дюйма у нас монитор. Ребят, все можно видеть, насколько я знаю, сюда можно даже подключить свой телефон через какой-то кабель. Да, с помощью обычного кабеля. В моем случае автомобиль в комплектации лакшери с передним приводом и коробкой автомат. Средний расход топлива, заявленный производителем, 6,8 литра. Машинка кушает 95-й бензин, однако производитель допускает и 92-й. Конечно, привыкнуть к автоматической коробке передач нужно после того, как ездишь все время на механике. Но говорят, что на автомате, конечно же, легче, чем на механике. Выезжаем и, естественно, ждем вечера для того, чтобы поехать на рыбалку. Все время хочется переключить передачи. Все время. В машинке очень плавный ход. Сейчас почувствуем подвеску на полицейском. Нормально. Разворачиваемся. Смотрите, 2 полосы всего лишь, и мы хорошо вошли в поворот. Въезжаем на МКАД. Огонь просто. Просто огонь. Машинка очень легко управляется. Все интуитивно, все понятно. 2 педали. 2 педали. Я сейчас отвыкну, как я потом буду ездить на механике. В автосалоне на Хмаринской 8 есть разные комплектации BLG X70. Это комфорт с передним приводом, лакшери с полным приводом и флагманские модели флагшип и флагшип с люком. В дверях еще встроены световые индикаторы. Бардачок довольно просторный. Дополнительно панель USB с 2 сторон. Подстаканники. А подлокотник, он же играет роль закрывающего механизма вот такого хладоотделения. До 5 градусов можно здесь опустить температуру. С 5 градусов тепла, а не мороза. Та же самая Geely Atlas, но белорусского производства. Сиденья задние и передние подогреваются. Также сзади вижу есть USB. Подогрев пассажирских сидений. Здесь тоже есть воздуходувы, это очень важно. Колоночки, все, мультимедиа установлено как в передних, так и в задних дверях. Электропривод задних передних зеркал. Естественно, что с водительского сиденья управлять можно всеми элементами, всеми зеркалами. Есть кнопочка для включения дополнительной подсветки сзади. Очень просторно в машине. Если я такая худощавая дрища села сюда, учитывая то, что здесь практически в максимум отодвинуто пассажирское сиденье, представьте, что будет, если нормально его задвинуть до положения водительского сиденья. Нормальный толстый баклажан может сюда усесться, конечно же, друзья.
как на передних сиденьях, так и на задних сиденьях. У каждого пассажира есть возможность, конечно же, пристегнуться. Ну и пойдемте, давайте посмотрим, как у нас представлено багажное отделение. Где-то кнопочка, что, наверное, должна... Я, кстати, даже не знаю. Ну-ка, Юля, давай, додумайся. Вот здесь. Тут какая-то вот тут такая... Тут прям вообще какая-то кнопочка непонятная, как сенсорная. Что? Просторное багажное отделение почти на 400 литров с шторкой. Смотрите, она защелкивается. Ничего тяжелого вы, конечно, сверху не положите, но если вы складываете вещи друг на друга, то вам тяжелое, в принципе, сюда и не надо ложить. Шторку лучше в этот момент убрать. Специальная защита в багажном отделении. Смотрите, у нас есть фаркоп. И, конечно же, у нас есть здесь запасное колесо, друзья. Ау! Для того, чтобы закрыть багажник, у нас здесь есть специальная ручка. То есть это вот так вот, чтобы типа это, и потом хоп, перехватил и закрыл, конечно же. Машинка заводится не ключом, а кнопкой старт. Моментально. Хочу немножко теплее, чтобы было. Включим обзор 360 и понаблюдаем, что происходит сейчас у нас вот здесь. Вид 3D можем посмотреть. Панорама. Сейчас вы можете наблюдать за тем, как светит дальний свет фар. Сейчас я выключу, и это у нас будет светить ближний. Дальний и ближний. Ребят, куча косуль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук, наверное. Слева косули. Оленятина. Дважды уже вдоль дороги встретили стада косуль, друзья. По 5, по 6, по 7 штук стоят. Просто нереальная красота. Идет снег, лес. И мы едем навстречу к Вилейскому водохранилищу. Кстати, стоимость тестового автомобиля порядка 80 тысяч рублей. Максимальная же комплектация доступна от 92 тысяч белорусских рублей. Приехали снова покорять то же самое место, на котором мы были. Собираемся и погнали. В полной темноте по навигатору мы нашли точку и сразу же стали бурить лунки, потому что знали, что на этом месте может быть рыба. Закармливаю луночки. Кормлю все 3. Центральную 2 кормушками, боковые по 1 кормушке. А вот уже лиманника брошу только в центральную лунку. Глубина около, ребят, 5-6 метров. Раз. Целую кормушку сразу туда, ребят. Целую кормушенцу. И открою максимально близко к дну. Забыли кое-что в машине, поэтому оператор погнал на берег. Ну, а я пока продолжаю обустраивать уют в палатке. Уже развесила фонарики, чтобы было удобно. И хочу включить свой холод Калипсо, чтобы посмотреть, есть там какая-нибудь рыбка сейчас на дне или нет. Без эхолота уже как без рук. Времечко пришло для того, чтобы поставить удочки, поплавочки. Крючочек есть готовый, сразу удочка. Это в крайнюю лунку будем ставить. Так. Нашла глубину. Нужно немного зачистить лунку, видите? Шуга. Есть пока еще. Мы сейчас и вот так аккуратненько собираем. И выбрасываем отсюда. Чем мы тут наживляться будем? Что у нас тут? Таким моделиком. Давайте. Хорош. Пока хорош. Ну вот и все. Первое установлено. Очень хочется, чтобы поскорее нагрелась палатка, чтобы вся эта, ребят, сырость ушла. Еще до сих пор изо рта идет пар. Но все равно все прекрасно. Рада, что сегодня съездили на Хмаринскую 8. Взяли Белгии для того, чтобы съездить на рыбалочку. Прикольный опыт на самом деле. Это очень круто, что у меня есть такая возможность прокатиться на одном из новых кроссоверов. Рыба в полводы почему-то даже выше, чем в полводы. Все.
Далеко очень рыбка вся. Холод показывает, что рыбка спустилась вниз. Хлебнем кофейку, чтобы проснуться. Сегодня печку используем Intent Fisher XL, большую. Это новая моя печка с объемом топки 25 литров, ребят. Зимой рыбка максимально капризная, поэтому для ловли используются максимально тонкие лески, максимально маленькие крючки. Я знаю, что где-то в Карелии, в Сибири люди подумать не могут о том, что вот, ну вот это вот вообще можно что-то ловить. Друзья, ну у нас рыбалка вот такая вот. У нас рыба хитрая. У нас ее кормят, поят, холят и лелеют. Поэтому она обнаглевшая и клюет вот на такие маленькие крючки. И очень деликатные оснастки. Синий цвет в фонарике Carp Today. Во-первых, подсвечивает флуоресцентные всякие штучки. Очень хорошо. Их становится очень хорошо заметно в темноте. А во-вторых, будем надеяться, что синий спектр не пугает рыбу все-таки. Я в это верю. Потому что посмотришь со стороны, у всех палатки горят как фонари. Почему? Не знаю. На эхолоте показывает, что рыбка ходит в пол воды. Туда-сюда что-то там ее гоняет. Наверное, судачок или что-нибудь, не знаю. 3 удилища я уже забросила. Это поплавки, и все стоят на мотыля. Жду. Глубина 5,8. Рыбка потихоньку начинает гулять уже и внизу. Вообще, видите, как близко стоит, тоже проходит. О-о-о-о-о, пошла какая-то наверх. Видали справа? Видно, как идет наверх прям. Быстро, 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 быстро. И в общую стаю запрыгивает. Оп! Мы сейчас докормим лимончиком целую кормушечку. Только ближе к рассвету рыба начала проявлять активность, и я наконец-таки увидела первые шевеления и поклевку. Я уже до конца молчу, потому что непонятно, с маленького крючка сойдет или нет. Подлещичек вот такой, красавчик. Оба, сам вышел сюда сам. Молодец, ты мой красавчик. Я ж вижу, что вы там ходите. Ну, совсем маленький крючок. О, такой красавец. Так я заставила рыбу клюнуть. Бросила сверху корма. Долго они не решаются, конечно, на то, чтобы клюнуть. Что-то там елозят. Что-то мельче. Я тоже подлещичек вот такой же. Такой же подлещик, ребятки. Разведчики к нам пришли. Ребятки, есть еще один. Поклевочка была красивая, просто ведет в сторону, в соседней лунке то же самое. Ведет. Сюда. Маленькие крючки, ребят, поэтому натяжку убираешь и сходит. Идет, ребят, подлещичек. Ну, хорошенький он какой, смотрите. Красавец, красавец, красавец. Хлебни. Оба. Еще с ночи шел сильный дождь, была плюсовая температура, и вот вместе с рассветом на льду стали появляться другие рыболовы. Видишь, ребят, внизу пришла рыба. Вот эхолот сейчас показывает, что рыбка, и вот она пошла питаться.
Хорошенький он какой, смотрите. Красавец. Уже плотва пришла. Уже плотва пришла. Плотвичка, наверное. Да. Рыбка потягала, потягала. Я думала, там никого нет. А он сидит там, гляньте на него. Вот я пытаюсь ему дать воздухом дышаться, ребят, а ему все равно, понимаете? О, ему плевать. Дышит он, не дышит. Ну, больше похоже на мышь. Плотвичка вот такая. Приходилось сидеть очень тихо, даже когда клевала рыба, разговаривать шепотом, потому что вокруг собрались другие рыбаки. То и дело ходили вокруг палатки, бурили новые лунки и искали рыбу рядом возле меня. Говорят же, воздухом надышится и все, ни хрена. Рыбка то и дело поклюет и замолкнет. Плюсовая температура не давала замерзать лункам. Рыба клевать отказывалась. Все время приходилось что-то придумывать. То корма сверху подбросить, то лиманника, то подыграть поплавком. Ребята, еще одна рыба. Не крупная. Ёрш, либо плотва. Сейчас посмотрим. Кто там? А, подлещик не крупный. Не крупный подлещик. Такой вот. Наживляю на мормышку мотыля одного кольцом. И спробуем. Есть. Есть, и походу это подлещик, ребята. Похоже, что это подлещик. Да, на мормышку. Вот так вот на мормышечку. Прикиньте. Такая красавица. На мормышку. Без игры не хочет. Так вот. Смотрели за ним в камеру. Короче, он доплавался. Ребятки, еще одна поклевочка. Плотвичка хорошая пришла. Отлично. Парочки надеваю. Мотылей. 2-3 мотылька надеваю. Все. Сегодня с рыбой все не так просто. Приходится в прямом смысле прям уговаривать ее для того, чтобы она клюнула. Вот я уже достала мормушку. Сейчас вот посмотрю, чтобы она там не объела мотыля. Я буду пытаться мормышить. На мормышку поймать тоже.
мелочь, ребятки, подошла какая-то. Одна мелочевка. Окунь подошел. Окунь. Подлещик идет. Это подлещик. Хорошенькие мы даже. На мормышечку такой вот. Опа. Ну, тоже на мормышку второй. Проигрывает, короче, поплавок сегодня мормышки, ребята. Проигрывает. Ну, такой подлещик. На мормышку одеваю на одного такого мотыля покрупнее кольцо. Это что-то поменьше. Это, наверное, плотва будет какая. Плотвеечка. Невеличка. Чуть лимончика сейчас туда дадим. Немного. Ну, просто чтобы соблазнить подлещика. Да. На мотыля выходит она у нас. На мотыля. Понимаете? Я попробовала мормышить. Сначала поклевки были, потом сошли на ноль. Я приняла решение поставить коромысло. Но на коромысло не получила вообще никакой реакции. Ребята, что-то чуть не украл у меня удочку. Лещ, ребята, лещ. Лещ, ребятки, лещ. Лещ. Виталий, лещ, тихо, лещ, Виталий, тихо. Погор, дай мне сюда, погор. Щука. Я видел. Спел соседнюю скотинка. Ё-моё, шо он там елозит так? Шо ты там елозишь, бляха-муха, мне все запутало. В 12:49 я почти глаз не сомкнула, ребята. Все, сижу, смотрю на лунки. Сейчас клевать практически перестала. Ну, а я перекусываю. Может, ближе к вечеру что расклюется. Часов вечера я приняла решение докормиться. У меня пшено отварилось и смешиваю его с прикормкой РС. Сейчас вот здесь вот в конце сверху положу
лимонника. Закроем вот этим делом. Так вот. Вообще супер была. Супер. Ну, значит, не зря закормила. Вечер пришел быстро. Вместе с ним и время ужинать. Приняли решение приготовить что-нибудь на мангале. Взяли с собой ребрышки и распалили огонь. Какие толстые вот эти вот ребрышки. Какие-то из них вот эти толстенькие. Вот эти. Надо бы похавать, чтобы потом спокойненько сидеть в палатке и ловить рыбку пытаться, по крайней мере. Хотя клевать особо ничего не хочет. Ну, что ж ты поделаешь. Значит, у рыбки не особо есть настроение на этот раз. Уже становится темно, скоро уже закат, но ребрышки уже наконец-то готовы. Быстренько хоп и забираем сюда норку. Снимаю. Я знаю, что эти ребра, ребят, вкусные. Смотрите, какое толстенькое, сочненькое. Вкуснятина. Вкуснятина. Не знаю, ребят, кто там сидел, но подлещик. Гляньте, какой хороший. Какой здоровый. Нифига себе, ребят, смотрите, какой приплыл. Нормальный такой пацанчик. Ёпсель-матрёпсель. А что он там, блин, подсасывает? А я думаю, вечером придут или не придут. Пришли. Видите, какой. Уже если еда закончится, без еды не останемся. На мотыля. А я вижу, что-то шаворкает. Ну, кушаю. Думаю, дай подыграю чуть-чуть другой рукой. Одной ребра жру, второй подыграю. Вот и подыграла, называется. И сразу там что-то шворк взяла. Вот так. Докормлю луночки прикормочкой с тушеной кашей. Лимончик, конечно же. Угу. Вот так, ребят. Только докормила и все, и сразу поклевка. Офигеть. Прямо сейчас докармливаю, поклевка. Прикиньте. Офигеть, ребята. Вы понимаете, что это значит? Что я плохо кормлю, что ли? 5 мотылей сработали. 5 мотылей. Большой пучок мотыля. 5 штук, получается, у меня стоял. Вот, пожалуйста, он взял. Слушайте, после закорма, и это я еще не докормила соседнюю лунку. То есть в момент кормления соседней лунки он взял. Вот у меня здесь справа. Прикиньте. Правим нашу яичку. Так.
хороший, 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 ребята. Хорошенький, блин. Хорошенький. Хорошенький, ребятки. Ой, хороший вот такой, ребята. Ребята! Ха-ха-ха-ха. Смотрите, какой красавчик. Хороший. Ой, ночной. Ночной дозор. Пока есть, ребят, блин. Маленькие крючки, они сходят так легко. Вообще пипец. Крайняя правая луночка сработала. Тоже сильно форси. О, огромный, блин. Ребят, это был лещ. Почти. С размерами крючка я, конечно, вот уже наконец-то угадала подходящий размер. Плюс леска подходящая. 0,1 леска. Пинхук там, да, или какие-то у меня крючки с тоненьким цевьем. Не было по другой багра. Если бы был багор, я бы его сразу чик. Поэтому что? Поэтому теперь багора лежит прямо перед носом. Что-то не крупное совсем. Колечечек. О, Господи ты, боже мой. Что он вытворяет, ребята, ну? Сумасшедшие. Надевать 3-4 мотылька. Еще один, ребятки. Красопет. Еще один красопет. Такой. Вон подлещичек. Нет. Главное его, короче, ребят, здесь правильно принимать, чтобы он не ушел, и все. Три-четыре мотылька надеваю. Потому что эти, ну, совсем маленькие, отвратительные. За ночь я не сомкнула глаз. Я ждала ту самую крупную рыбу, которую упустила в лунке. Но она так и не пришла. Изредка поклевывал подлещик. То покрупнее, то помельче. Три мотылька, много не ставлю. Почему? Потому что нашла где-то заначки более или менее нормального мотыля. Сегодня клев еще хуже, чем вчера. Рыба то подходит, то отходит.
Пытаюсь ее спускать и прикормкой сверху, и мотылем. Но вообще с трудом, просто по пару рыбок. Подбегает и уходит, подбегает и уходит. Плотва, наверное. Нет, пока еще. Лещик. Днем размер рыбы существенно уменьшился. С ночи рыба стала наглей почему-то. Ночью она осторожнее. Наверное, плотва или ёрш. Или ёрш, или плотва. Плотва. Хорошо, неплохо. На 2 мотыльника плотвичка. Выходные проходят незаметно. Я всегда нахожу, чем себя занять, даже если не клюет. То одно, то второе. Ну, рыбка периодически приплывала, и это, конечно, не могло не радовать. То подлещик, то плотвичка. Были и окуньки, и очень редко мог попасться ёрш. Завтрак. Левая румка молчала всю ночь. Самое интересное, что сейчас работает только она. Такое соленое сало. Плотва сразу. А может и нет. Плотва скорее. Или маленький очень подлещичек. Кто там? Подлещичек. Я их чувствую. Это подлещик. Ой, хороший. Смотрю, все, что он творит. Хорошенький вот такой. Ребят, только стала подыгрывать мормышкой, и сразу же произошла поклевка практически в соседнем лодке. Хорошенький идет. Дыши, дружище, дыши. Опа. Не знаю, кто там, но там кто-то... Ой, прям пронесся. Ой-ой-ой. Резко его зацепило, конечно. Может быть, он из-за этого так расстроился. Давай, дружище. Наверное, очень резко просто его зашибило. Он не ожидал. Если долго не клюет, я достаю и меняю обязательно наживку. Еще один красавчик. Еле-еле видно, как клюет. Клювочку почти не видно, конечно. Но ничего, все равно попался дружок. Хоть и не видно. Сегодня воскресенье, уже перевалило за полдень, и мне пора возвращаться на Хмаринскую 8 вместе с Белджи X70. И давайте я вам, конечно же, покажу свой улов за эти рыбацкие сутки. Ребят, наковыряла, я думаю, что
Это вполне себе достойный результат, учитывая то, насколько много усилий пришлось приложить для того, чтобы это все поймать. Вот такая вот рыбалка получилась, друзья. Вот такие вот подлещики, вот такая вот плотва. Но главное сейчас с комфортом возвращаться домой в новой, теплой, уютной, комфортной машинке. Стоит, ждет машинка. Здесь на кемпинге рядом прицепчик стоит. По очень узкой дороге, которая окружена высокими соснами, и благодаря тому, что есть обзор вот этот 360, друзья, я могу следить за тем, чтобы не повредить машинку и комфортно проехать в абсолютно любом месте. Лобовое стекло просто какое-то панорамное, все видно, все хорошо, абсолютно просматривается, и обалденные зеркала заднего вида, в которые также видно все, когда ты едешь по городу, другие идущие автомобили. Те, кто ездил на автомобилях, в которых всего не видно, в которых вот за вот этими вот штуками ты не видишь людей, не видишь каких-то препятствий, потому что они реально их прячут, они закрывают обзор. Те люди меня поймут и поймут, о чем я вообще говорю. Есть подогрев сидений водительского и пассажирского переднего. Я могу сказать вам, что нагреваются очень быстро и очень тепло, так что прямо печет задницу. Поэтому, как только нагрелись, пришлось сразу отключить, и я сама согрелась. Две зоны климат-контроля в этом автомобиле. Можно отдельно температуру настроить для себя и для пассажира. Также отдельно сзади подогреваются пассажирские сиденья, что также немаловажно, ведь вот эти вот кожаные сиденья, они в мороз настывают. Также хочу обратить внимание на качество изображения со всех камер, которые установлены на машину. Все цветное, все обалденно. Ну, естественно, что есть инфракрасная подсветка в темноте. Сейчас я двигаюсь по колдобинам. Но можете на меня посмотреть, как я буду себя сейчас здесь ощущать впоследствии их проезда. Я даже специально немножко притапливаю для того, чтобы посмотреть. Я еду сейчас 99 км в час. 99 км в час с прицепом. Друзья, практически его не ощущается. Значит, машина нормально держит дорогу, друзья. Это очень важно. Особенно для поездок за городом. То есть я ездила на машинке и в городе. Я еду сейчас за городом. Я ехала по лесной дороге, я ехала по гравийной дороге. Все good, все the best. Мне просто интересно, те люди, которые мне написали в комментариях в ТикТок, что эта машина не годится для того, чтобы ездить там простите, а что, с чем именно она на данном этапе не справилась? Что с этой машиной не так? Что с ней не так? Почему она не годится, по вашему мнению? Потому что вы не можете ее себе купить? Ее можно купить. Где? На выгодных условиях. На Хмаринской 8. В разных комплектациях. Максимальная комплектация у вас еще будет вот здесь вот такая огромная панорамная прекрасная крыша и беспроводная зарядка вот где-то вот здесь вот будет для вашего смартфона. Ну вообще просто огонь. Друзья, если вы любите рыбалку зимой, летом, весной, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. И помните, что именно на Хмаринской 8 можно купить автомобиль BLG X70 на самых выгодных условиях.